Сертификация HiRes Audio Wireless, поддержка кодека LDAC, система из 2 микрофонов с шумоподавлением на базе ИИ, защита по стандарту IPX5, поддержка фирменного приложения, динамические драйвера размером 18 на 11 мм, премиум дизайн, время автономной работы до 32 часов с боксом и до 10 часов без бокса. Обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Feel GS. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. И рассказать есть о чем. Распаковка. Поставляется эта модель в интересно оформленной упаковке, на ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка презентабельная, открывается коробка по типу книжки, и в комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Краткое руководство находится на внутренней части упаковки, что довольно интересно, но главное, оно есть. К плюсам отнесу, что есть силиконовый чехол для бокса. С другой стороны, странно, если бы его не было, учитывая особенность бокса. Вес наушников 8,2 грамма, а бокса 47 граммов. Вместе с чехлом 58 граммов. Габариты бокса 64 на 51 на 33 мм и наушников 55 на 35 мм, а основных частей наушников 12,3 на 13,9 мм. Далее, напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Помимо этого еще и iPhone 16 разыгрываю на Новый год. Условия по розыгрышу iPhone 16 в ролике по ссылке в описании, там все очень просто, с самого начала ролика и рассказываю, как его выиграть. По смартфону Poco X6 Pro достаточно подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Если победите, я вам напишу. И не забудьте подписаться, разумеется, на Телеграм-канал скидок. Перейдем же к наушникам. Начнем. Приобрести Feel GS можно в черной и белой расцветке. Бокс открытый ко всему с двух сторон. Дизайн бокса нестандартный и стильный, но не практичный, как вы уже догадались по внешнему виду. При этом использовать силиконовый чехол, который идет в комплекте, можно. Все не так плохо, но подключить зарядный кабель вместе с надетым чехлом не всегда получается с первого раза. Корпус бокса выполнен из металла и пластика, качество материалов отличное, что можно сказать и про сборку. Габариты бокса не маленькие, в кармане он мешается из-за своей толщины. Материалы не марки, потертости на корпусе быстро не появляются, но бокс скользкий. На корпусе расположили надпись Feel, LED-индикатор, 2 места под наушники с контактами для зарядки, разъем для зарядки Type-C, а также маркировку Left и Right. Извлекать наушники из бокса удобно, как и устанавливать их обратно. Магниты, удерживающие наушники в боксе, хорошие, просто так Feel GS не вылетают. Отмечу, что при первом подключении необходимо подкинуть бокс на зарядку. Летим дальше. Наушники выполнены из пластика с прорезиненным покрытием и пластиком с матовым покрытием. Из элементов дизайна можно выделить небольшую глянцевую вставку с надписью Feel и хорошую эргономику. Собрана пара достойно, посадка комфортная, наушники достаточно легкие и не громоздкие. При этом в плане посадки они похожи на более дешевую модель One Audio Super EQ T44, но T44 больше в размерах, да и по весу не такие легкие. Feel GS во время пробежки или любой другой активности не слетают, но регулировать заушины возможности нет, за что отдельный минус. Опять же, их можно сильнее сдавить или еще какие-либо манипуляции произвести, но полноценной системы регулировки размера нет. Утечка звука незначительная, за что плюс. Далее, на корпусе находятся контакты для зарядки, маркировка Left и Right, 2 микрофона в общей сумме с шумоподавлением ENC на базе искусственного интеллекта, LED-индикаторы, которые не мигают во время прослушивания музыки, и сенсорные области для управления. Все стандартно. Из команд на борту регулировка громкости, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, включение-выключение игрового режима. Управление реализовано хорошо, на тапы наушники откликаются быстро и корректно. Настроить команды можно в фирменном приложении, за что плюс. В стоке команда на одиночный тап не установлена. Как не настроено переключение треков с тройным тапом, на которое я повесил включение-выключение игрового режима. Команды сопровождаются не особо качественными системными звуками, но хорошо, что можно настроить их громкость или вовсе отключить. Далее, тип наушников открытый, оснащена пара прямоугольными динамическими драйверами 18 на 11 мм с направленным звуком и магнитами ND-FEB. Чувствительность 86,5 плюс-минус 3 дБ, сопротивление 16 Ом, частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Из полезных функций на борту есть мультипоинт до 2 устройств, которые при необходимости можно отключить, а также в приложении есть вкладка с настройкой звучания. Для настройки предоставили 3 базовых эквалайзера, 12 предустановленных эквалайзеров под разный жанр музыки и даже 10-полосный кастомный эквалайзер.
Предустановки хорошие, да и на персонализацию звука с помощью кастомного эквалайзера наушники откликаются великолепно. Но это еще не все. Field.js имеет сертификацию Hi-Res Audio Wireless и поддерживает помимо стандартных кодеков AAC и SBC кодек еще высокой четкости LDAC. Не тут-то было. Хочешь слушать музыку в высоком разрешении, плати подписку, решили в компании Feel. Большинство наушников от бренда Feel лично мне нравятся, как в плане дизайна, так и по звучанию. Неизвестно, точно ли будет подписка распространена на другие модели, но несмотря на это, негативные эмоции от JS мы с вами уже получили, да? Хочешь кодек, плати дополнительно, вообще очумели. Теперь, что касается самой подписки. Чтобы оплатить подписку, необходимо зарегистрировать модель через ссылку в приложении. Но снова проблемы. Лично у меня не удалось зарегистрировать модель, исходя из этого, и кодек LDAC я не получу. Вопрос, зачем тогда покупать за подобную стоимость эту модель, если можно купить куда дешевле другие подобные наушники, неясно. И я не говорю вам обязательно Xiaomi, Realme, те же Anker. Далее, заряд наушников в шторке отображается, и при изъятии наушников из бокса они автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. Емкость аккумулятора бокса 365 мАч, а одного наушника 60 мАч. Время зарядки бокса составляет 1 час 50 минут, а наушников от бокса 1 час 20 минут. Бокс может полноценно перезарядить наушники 2 раза, что немного. Время автономной работы по моим тестам на 100% громкости по кодеку AAC составляет 6 часов, а с боксом не больше 18 часов в подобном сценарии использования. Защита есть только у наушников по стандарту IPX5. Я окунул наушники в проточную воду на 30 секунд, мой экземпляр не пострадал. От пота и мелкого дождика JS не должны выйти из строя. Но не факт. Во всяком случае, у меня за 2 года еще ни одна модель не погибла. Далее, приложение, в котором можно подключить данную пару, называется Feel Plus. Скачать его можно, отсканировав QR-код на коробке. Минус в том, что оно доступно только на китайском языке. Но в интернете есть уже АПК-шка данного приложения последней версии с русским переводом. Изначально я подключал наушники к приложению на русском языке. По настройкам оно не отличается от китайского. Но вот перехода на ссылку регистрации продукта в русской версии приложения, соответственно, нет. Поэтому пришлось подключить к китайскому для тестирования, о чем я упоминал ранее. Все равно ничего не получилось. Помимо перечисленных уже функций настроек в приложении можно обновить прошивку, и мне обновления уже прилетали. Bluetooth-чип установлен в версии 5.3, что неплохо, но напоминаю, что есть уже версия 5.4. Связь с устройством, с которым они в паре держат стабильно. Через одну стену не отваливаются, как и через две, но на улице изредка проскакивают фризы. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube, как и в играх, незаметна. Можно без проблем смотреть видеоролики, фильмы и играть в игры. Примеры вы сейчас увидите на экране. Reloading! Self-mercy! Cover me! Микрофоны показали себя хорошо, для разговоров в не особо шумных локациях данный микрофон достаточен, но не больше. Это все-таки не микрофон в смартфоне, который находится рядом с источником звука, вашим ртом. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi Field.js и насколько они хороши решать вам, хотя объективно, плюс-минус то же самое, что у всех наушников этого форм-фактора. Вот. Единственное, у них есть кодек LDAC, как вы знаете, но здесь есть уже, наверное, тоже знаете, небольшая особенность его активации, и это, конечно, что-то с чем-то. Наверное, надо писать продавцам, если вы уже подобное приобрели, чтобы они все это дело сами активировали или писали Feel. Вот так примерно вас будут слышать собеседники. Звучание. Высокие звучат отчетливо и выразительно. Середина имеет хорошую проработку. Бас не мощный, но с неплохим ощущением глубины. Вокал как мужской, так и женский по мне звучит приятно. Инструментал различим, сцена средняя. Стоковое звучание хорошо сбалансировано и детализировано. Разумеется, я тестировал наушники с разными предустановками, которые находятся в приложении. Но рассказал я вам про стоковое звучание по кодеку AAC. Подобного звучания достаточно для повседневного использования наушников, но переплачивать
доплачивать за эту модель я бы не стал, если бы знал о том, что Codec LDAC недоступен без подписки. Минусы. Основной минус — это платная подписка за активацию Codec LDAC. Второстепенные минусы — это, по мне, проблемы с регистрацией моделей для оплаты подписки, отсутствием полноценной системы регулировки заушен. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, ее тоже отнесу к минусам. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмирую, Xiaomi Field GS можно было бы советовать к рассмотрению, если бы не ситуация с кодеком LDAC. Поэтому от меня девайсу однозначно нет. Подписывайтесь на канал. Огромное спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на ТГ скидок, сейчас там распродажа. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.